Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Да, потерялась, в последнее время не снимала видео, и просто было очень много дел, вот честно. Для тех, кто на канале впервые, я проживаю в Турции. Сейчас я проживаю в городе Силивке, это провинция Мерсин, и мы ровно 3 года назад с 3 детьми переехали в Турцию, жили сначала в городе Газипаша 1,5 года, потом по работе переехали сюда. Где же мы работаем? Муж работает на станции Аккую, я работаю удаленно, вот как раз сейчас я зарабатываю удаленно и параллельно записываю видеоролик, с вами общаюсь. Знаете, вот уже 3-4 дня, наверное, не выходило видео на мой канал, и у меня уже какое-то такое, не знаю, чувство, как будто бы я что-то не сделала, какой-то долг. Просто реально очень было много дел, и по работе, вот я работаю, кстати, по поводу работы можете переходить по ссылке, смотреть, где, в принципе, да, я работаю, как я зарабатываю деньги. А еще мы вчера ездили, мы ездили в такое интересное место делать загранпаспорта. То есть, оказывается, да, те, кто вообще как бы не в курсе этого всего, у меня проснулась дочка, время уже 10, кстати. Сегодня она так прям хорошо поспала, потому что вчера целый день был насыщенный. Мы с детьми с утра поехали в соседний город, Ешиловаджик называется. Я там еще ни разу не была, я для вас все засняла. И давайте я вам лучше буду показывать и рассказывать обо всем, чтобы вы еще и это все смотрели, не только на меня смотрели, чтобы вам было интересно. Заранее скажу, что мы поехали прям утром рано-рано в 7 часов, разбудили детей с утра в 6 утра и вместе с папой поехали как будто бы на работу даже. Он у меня каждый день уезжает на автобусе в это время. Единственное, в этот раз мы поехали все вместе уже с детьми делать себе паспорта. Да, представляете, будучи в Турции, мы можем себе оформить загранпаспорт прямо здесь, в Силивке, так как у нас загранпаспорта у детей заканчивается в 2026 году, в феврале месяце, оказывается, нужно за полгода заранее уже делать новые паспорта. И чтобы не выезжать обратно в Россию, чтобы не делать там загранпаспорта, сюда на работу к мужу приезжают консулы. Но, конечно, в этот раз они приехали в отель, который находится в Ешиловаджик. С Силивке до Ешиловаджик примерно 1,5 часа езды. И вот мы уже подъезжаем в этот район. Кстати, нам предлагали здесь квартиры, представляете? Мы должны были в этом районе жить. Но мы на тот момент отказались, потому что у нас дети, и там не было садов. Сад, кстати, недавно открылся. И здесь даже не было больших продуктовых магазинов. Вообще район Ешиловаджик небольшой, он находится прямо у моря, но, как сами видите, он еще только застраивается. То есть это такой вот небольшой район, где живут турки, небольшое население. Чем-то он мне даже напомнил Газипашу. Нет, конечно, Газипаша, она большая, она застроенная, она классная, но вот этот берег моря, да, он очень сильно схож с Газипашой. И этот видеоролик будет полезен тем, кто едет сюда на работу, хочет посмотреть районы. Ну вот смотрите, Ешиловаджик вот так вот выглядит. Если бы мы здесь жили, да, была бы готовая квартира для нас, и мы бы не доплачивали вообще. Но так как нам нужны школы и сады, мы все-таки с 3 детьми, поэтому мы выбрали район Силивке. Русскоговорящие, которые проживают тут, говорят, что там скучно, особенно тем, кто не работает. Допустим, вот если мужчина работает, а жена с детьми сидят дома или работают на удаленке, конечно же, в этом районе будет скучно. Ну и детям куда выйти погулять, можно сказать, здесь некуда. А на видео видно, что мы приехали сначала не в тот отель, а потом мы уже поехали в другой отель, куда приехали сами консулы. Нам заранее объяснили, какой пакет документов нужно собрать, мы его собрали, подготовились заранее, и посмотрите, какой вид с отеля на море. Да, было очень прохладно, но мы не побоялись выйти, тем более мне нужно заснять, вам все это показать. Мы наконец-то год спустя увиделись с нашими знакомыми здесь, которые приехали из Газипаши сюда тоже делать паспорта.
Они тоже здесь работают, и спустя вот уже больше года, да, мы здесь находимся, работаем, мы наконец-то увиделись, особенно увиделись наши дети, они очень сильно дружат. Вот такой вот отель, я хотела вам его показать, сюда можно приехать даже на спа-процедуры, оказывается. Автобус, кстати, выезжает прямо с моста подвесного, который находится в Селивке, и проезд стоит 100 лир. Кто хочет посмотреть на этот район, можете сами сесть, в принципе, и доехать до Иши-Лаваджик. Вообще райончик интересный, нас даже пригласили в гости, мы собираемся к ним обязательно тоже в гости сходить. Может быть, я еще засниму этот берег морской для вас. Что касается консульства, мы сдали все документы, и уже паспорта будет получать муж на работе. Когда мы сдавали документы, я еще услышала такое, то что там были люди, которые сдают документы на гражданство, представляете? Мы, кстати, тоже об этом подумываем, потому что здесь кто работает более 5 лет, может получить гражданство по рабочей визе. И если, допустим, муж получает гражданство, то вся семья и дети тоже по нему получают потом гражданство. Но не будем заранее забегать вперед, мало ли как бы что сложится с работой, да, не 100%, что мы будем здесь работать долго, может быть всякое. Вот, и вы можете посмотреть на дорогу, смотрите, вот так вот через тоннель ездили. Тоннели вот эти вот детям очень сильно понравились. Они даже считали, сколько примерно это по времени этот тоннель длится. Весь автобус помогал досчитывать до конца. Было, короче, клево. И, друзья, сегодня будет вот такой вот видеоролик. Я буду с вами разговаривать, буду отвечать на комментарии. Что хочу сказать по поводу поездки. Детям здесь очень сильно, детям вообще в Турции, да, детям очень сильно нравятся. Вот такие вот поездки очень как-то, не знаю, детей возбуждают. Они после этой поездки, вчера мы еще как бы с гостями целый день гуляли, которые вот приехали из Газипаши. Дети прям вчера такие вечером усталые, возбужденные, легли спать. Сегодня, кстати, Алмаза с утра прям проводила в садик, Азалька у нас дома. Кто на канале не впервые, уже знаете, да, то, что Азалька сидит дома, потому что мы по очереди детей будем сейчас оставлять дома, потому что нам оплачивают только 2 детей. Ну а на канале, кто впервые, хочу рассказать немножко, так как у меня муж работает на Кую, это станция, которая строится Россия, Турция совместно, есть такой вот небольшой бенефит. Оплачивается жилье, где мы проживаем, да, вот нам предлагали в Иши-Лаваджик пожить, это было бесплатно, но мы выбрались все-таки там, где более цивилизованно, где есть школы и садики, но приходится от себя доплачивать, потому что они идут дороже, чем там. Вот, мы доплачиваем за квартиру, вот это вот, хочу, кстати, обзорчик сделать квартиры, это если мы отсюда не переедем, потому что в планах вообще ехать в Ташуджу, а как-нибудь все-таки хочется пожить у моря, да, тем более пока есть такая возможность. Там я хотела квартиру подешевле немножко найти. Эта квартира стоит 22 тысячи лир, и часть из этих денег нам доплачивают. Если бы мы, конечно же, в Иши-Лаваджик жили, мы бы вообще как бы жили просто бесплатно. То есть там квартиры от самой компании предоставляются. Также нам за 2 детей оплачивают, допустим, у меня старший сын в 16 лет учится в русской школе, это частная школа, московская частная школа имени Пушкина. Он там учится уже в 10 классе, да, то есть, и одного ребенка мы вводим в сад частный в Турецкой. До этого мы водили всех 3 детей, да, и вот с февраля месяца мы решили, что я попробовала, короче, оставить дома дочку сейчас. В декабре у меня сын сидел дома, ну тогда как бы еще и по состоянию здоровья он сидел. В этот раз сидит Азалька дома. И, наверное, сейчас в феврале, в марте хотим, чтобы Алмаз посидел. Ну вот так вот по очереди, короче, будем их дома пока что, чтобы они дома находились. Почему? Потому что все-таки с кармана платить 12 тысяч лир. Сейчас с этого года вырос садик, до этого было 10 тысяч вместе с трансфером, сейчас вместе с трансфером выходит 12 тысяч лир. С кармана за одного ребенка это где-то 36 тысяч рублей. Это все-таки накладно. Поэтому мы решили, пусть они сидят по очереди дома. Но и тем более здесь частные сады турецкие, они до 6 лет включительно. То есть это, по сути, наш последний год. У нас вот впереди воскресенье, день рождения. Мы планируем отметить очень так, знаете, как-то вот. Я сначала думала, что мы соберем
всю там, я не знаю, тусу, с кем они общаются, не общаются, то есть там садика кого-то. А потом я сидела, думала, в принципе, так что прямо вот грандиозно справлять здесь день рождения, ну, во-первых, нужно все равно очень много денег, да. Во-первых, вот я только торт заказала, он у меня вышел на 1500 лир, и это как бы недорого, это 1600 лир. Это в рублях, что, около 4000 рублей, наверное, да? А как бы торт такой двойной, голубовато-розовый. Ну, потому что у нас двойняшки, девочка, мальчик, им исполняется 6 лет, и поэтому как бы я такой тортик заказала. То есть торт, да, вот уже. Потом пошли мы, нашли местечко красивое, где, кстати, у кого есть дети, посмотрите, я засниму, покажу. Мы не знали, что в Селивке есть такое, это недалеко от нас, оказывается. Здесь есть такая игровая, где дети могут лазить, там 2 этажа, там очень круто, там еще и кафе. И на 3-м этаже, я думала, там как бы вот такая комната, мы обычно всегда в России снимали игровую комнату, звали аниматоров, там всех родственников подряд приглашали, с детьми, без детей, там все, короче, приходили, ну, тем более двойной праздник, и таким образом мы справляли. Первый день рождения, конечно, мы дома справили, а потом уже как бы вот так вот справляли. Но, когда я сюда пришла, я увидела вот это большое помещение, сказали 3000 лир это аренда, ну, плюс там детям будет скучно, обязательно нужны аниматоры. Я узнавала здесь, сколько стоят аниматоры. Я офигела, это очень дорого, короче. И там получается как? 3 этажа. Первый, второй этаж, это вот игровая такая, двухэтажная. И на первом этаже закуток, типа кафе, столы, там, короче, можно посидеть. А я думала, вот мы посидим там, дети поиграют там, и еще вот это вот 3-й этаж. И такая думаю, так это мне выйдет, наверное, ну, дорого, короче, выйдет. 3000 так, аниматоры, как бы кафе, да, на всех, вот этот стол, на детей, а все равно, как бы, что, с родителями будем стоять, что ли, как бы, все равно будем. И, короче, мы решили только справлять день рождения сами, только сами, чисто наша семья. Но, так как приехали к нам, вот, получается, гости с Газипашита, ну, то есть не к нам именно, а вот сюда по работе, а дети очень сильно дружат, а мы вот, получается, ездили в Ешеловаджик, там дети просто не разлей, потом они пришли к нам в гости дома, и все, и как бы дети, видно, как бы приглашают на день рождения девочку, да, вот как бы, и мы решили все-таки вот так вот скромненько с друзьями, с ними вот как исправить день рождения. В общем, не будем прям грандиозно справлять, но подружку позовем, в общем. Вот, и я обязательно это кафе вам покажу. Оно очень прикольное, я думаю, дети будут в восторге. День рождения все-таки детское, не наше, поэтому пусть дети поиграются, вот на этих штуках полазят, там тут куча детей, таких обычных посетителей, да, в этой двухэтажной игровой, поэтому я решила, короче, справлять так. Мы уже заказали подарки, вот, дети заказали, сын у меня, Алмаз, заказал такую собачку, как она вот там гавкает, что-то ходит, короче, ну как робота. А дочка заказала кошку. Дочка у меня прям с ума сходит, прям по кошкам на улице видит, я хочу погладить, я хочу кошку, но нам, к сожалению, кошка... Ну, во-первых, нам кошка не нужна, почему? Потому что у нас аллергия у старшего сына на кошек, на собак, на шерсть аллергия, во-первых. Во-вторых, у меня муж считает, что кошки, собаки — это все-таки животные, они должны жить отдельно, не в одной квартире. Если у тебя дом, конечно, там можно заводить, да, с территории. То есть говорит он, что кошка — это свободное животное, оно должно гулять где захочет. А вот так вот дома держать ее в каком-то помещении — это не вариант. Вот, рассказываю тихо, тут подслушивают. В общем, что хочу сказать. Вот таким вот образом мы решили, что дети будут у нас по очереди пока сидеть дома, потому что все, как бы, вот этот год, он последний, включая май месяц, и у них уже июнь, июль, август идет как лагерь. Обычно в Газипаше, кстати, вот эти вот месяца с лагерем, они повышают цену. Здесь не повышают, здесь такая система, то что частные сады, как и в обычные месяца, так и летние месяца, стоят так же. Вот. Но летом я думаю, что я буду ходить с ними
на море, то есть вот таким вот образом будем готовиться к школе. И мы, в принципе, уже попали в сад российский, да, там можно до 7 лет походить последний год в российский сад. Но опять-таки, получается, нам-то двоих оплачивают. А если мы с кармана будем платить российский сад, вы не представляете, сколько там, 25 тысяч лир. То есть вдвое больше надо платить, если не организация платит, а если мы из кармана платим. Поэтому мы отказались от этого сада, сказали, что нет. А мы решили походить здесь, так как школа здесь начинается с 6 лет, мы решили походить в нулевой класс в турецкую школу, чтобы они подучили язык, чтобы они, чтобы посмотреть, вообще нравится им, не нравится. И вообще, если у нас есть планы здесь жить, в Турции, нужно как бы детей немножко отдать в такое общество и посмотреть, будет ли им нравиться это. Старший, понятное дело, он уже с первого класса ходил в русскоговорящую школу, поэтому как бы и продолжает русскую школу. А вот с этими как бы еще под вопросом все. Ну и по поводу гражданства, как и говорила, что у нас есть в планах, да, потому что мы здесь все-таки, мы сюда переехали не по работе, мы сюда переехали не из-за каких-то внешних обстоятельств, мы сюда переехали по своему желанию. Мы здесь решили, что мы будем здесь жить, как бы строить свою жизнь здесь, нам Турция нравится. По состоянию здоровья мы решили сюда переехать, да, потому что у нас были такие проблемы, как бы и у детей, и у меня по состоянию здоровья, которые мы хотели исправить. То есть мы хотим просто жить, чтобы у нас вокруг была возможность всегда, круглый год, питаться хорошо, чтобы было море рядом, свежий воздух. То есть мы как бы сюда переехали ради этого тогда еще. Только потом мы уже переехали сюда по работе. Поэтому как бы кому интересно, всю адаптацию я рассказываю в предыдущих роликах. Вы можете посмотреть, как мы адаптировались, куда только мы не ходили. Мы ходили в государственный садик в Газипаше. Сын у меня старший попробовал в турецкую школу. Там были последствия, тоже вы можете посмотреть, я рассказываю. Было очень много интересных историй. Жили мы в Газипаше. Газипаша мне район очень нравится. Это вот тот район, это тот город, это не район, это город, где есть аэропорт. Здесь, кстати, многие люди из Селивке едут именно туда, в Газипашу, в аэропорт, летят себе домой. То есть там есть аэропорт. Я слышала, что его будут достраивать, увеличивать, потому что он небольшой. То есть если вы смотрите, вот при перелете у вас аэропорт Алания написано, это и есть вот Газипаша, по сути. Просто все Аланию знают, поэтому так пишут. По сути, это город Газипаша. У нас там есть своя квартира. Вот мы ее сами сдали через нотариуса, да, на долгий срок. Вот, там проживают турки. Мы там жили какое-то время. Знаете, вот даже хочется сделать такое сравнение Газипаша и сейчас, где мы живем. Но останавливает то, что это абсолютно разные города. Вот там, допустим, да, вообще нет газа. Здесь есть газ. То есть это несравнимые такие города, они очень сильно разные. Но каждый вот, как-то вот, как сказать, мне кажется, обидно будет тем, кто там живет, кто здесь живет, если я начну вот так вот рассказывать, сравнивать. И там, и тут есть свои плюсы, там, тут и тут есть минусы свои. Это как вот сравнивают некоторые люди страны, да. Во всех странах есть плюсы и минусы. Нет такой идеальной страны, которая бы вам прям идеально подошла бы. Поэтому некоторые там вот Россия, там вот, или Турция. Нет такого. У меня нет такого, я не могу прям вот так вот утверждать, поэтому, наверное, поэтому меня это и останавливает. Записывайте такой видеоролик, там потом будет куча-куча всяких комментариев от себя добавленных, там что-то от себя добавил, все перевернул и написал комментарий, что-то от своей головы исходя. Но есть такие комментарии, да? И вот давайте я на парочку ваших комментариев отвечу. Нет, у меня подписчики все идеальные, все классные подписчики, я вас вообще очень сильно люблю. Спасибо, что вы пишете комментарии, я стараюсь озвучивать все комментарии, стараюсь отвечать. Я своих подписчиков очень люблю. Конечно же, это хейтеры. Хейтеров я тоже очень люблю, но они любят вот так все перевернуть и
поднести так, что это реальность. А то, что я говорю, это все бред. Или там кто-то что-то, какой-то комментарий написал, они любят им ответить и перевернуть все так, что как будто все люди плохие, все люди неправы, у всех людей все плохо, а у хейтеров все хорошо, и они такие супер крутые, умные люди, короче. Но на самом деле хейтеров нужно очень сильно любить, потому что они себя недолюбили, и они сидят каждый день, написывают всем блогерам свои жизненные какие-то недовольства только потому, что не хватает любви в своей жизни. Поэтому их нужно всегда любить. Всем блогерам советую: любите своих хейтеров, потому что их просто недолюбили, им просто не хватает любви. Вот, я считаю так. Поэтому, хейтеры, пишите больше комментариев. Я вас люблю. Ну, от подписчиков прям вот по-особенному. Спасибо вам за комментарии. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сделайте, пожалуйста, репост этого видеоролика. Это будет, наверное, самая большая помощь мне. Ну, потому что, чтобы моя аудитория росла, если вы считаете, что этим роликом можно поделиться, поделитесь, пожалуйста, и напишите комментарий. И спасибо большое. Также переходите по ссылкам на другие мои каналы и ставьте лайки. Перенеслась на кухню, готовлю кушать и заодно отвечу на ваши комментарии. Ну, точнее, поговорим, да, с вами, со своими подписчиками. Пишут люди, то, что им очень нравятся обзоры именно вот магазинов. Я делаю часто, в следующий раз сделаю BIM, у меня остался, и Carrefour. И я вот так вот, ну, время от времени вижу, что цены меняются, и делаю обзорчики на канале. Наверное, это даже каждые 2 месяца, может, даже каждый месяц я буду делать, потому что цены здесь в Турции вот так вот растут. Некоторые пишут, что и в других странах растут, да. Некоторые вот пишут, в Казахстане, в России растут, здесь в Турции растут. Да, по всему миру цены растут, это так. Вот, но вот обзоры люди хотят смотреть, я буду их делать, вот. Галина вот пишет, да, моя частая подписчица, которая оставляет комментарии, что ей нравится. Спасибо, что вы пишете, кстати, что всегда отвечаете, комментируете. Мне очень прям вот душу греет вот эти вот комментарии ваши. Гульнара, пенсионерка из Алматы тоже, вот я для нее там на вопросы отвечала, цены скидывала, ей очень было приятно. Вот спасибо вам тоже, то, что вы все время мне пишете комментарии, ваши комментарии тоже мне очень важны, да, и мне очень приятно, что есть обратная связь, то есть я вот отвечаю на ваши комментарии, что-то записываю, что-то делаю, что-то говорю, и потом получаю еще обратную связь, и это очень. Еще вот подписчик сибирячка подписывается, я не знаю, как Ксюша, может быть, Ксения, может, зовут, не знаю имя, не хочу как бы ошибиться, поэтому сибирячка вот комментарии пишет тоже по поводу риса я спрашивала. Вот большое спасибо, на видео спрашивала, сколько стоит у вас рис. Она написала: басмати рис за 500 грамм от 159 рублей до 250, где-то так. Здесь цены примерно такие же, если вот с лир на рубли переводить, прям такие же, но за килограмм. Вы вот за 500 грамм написали, да, 159-259 рублей. Здесь это за килограмм. То есть получается, что рис басмати здесь вдвое дешевле стоит. Еще одна подписчица, Анна Смит, пишет, что бадьян анасон Йылдыз называется здесь и продаются в Актар. Актар вы пишете, но это получается у нас вот Бахраче. Здесь вот в Селивке Бахраче называется. Вот, я у них не спрашивала, но зайду обязательно спрошу. Вы написали еще, что можно сделать обзорчик Бахраче, ну, вот таких магазинов. Я думаю, наверное, не будет интересно особо всем, да, это не всем интересно, вот эти вот специи всякие там. Да, там классные чаи мы покупаем, чай мы всегда покупаем там. Вот такой вот чай покупаем, вот такой чай на развес берем. Это даже не чай, это травки. Вот. И там все всегда темно, так все прям вот вместе. Я даже показывала мельком эти магазины, да, рассказывала про них. Поэтому я думаю, обзорчик отдельно не буду делать все-таки. Вот. Но я спрошу в Бахраче, хотя вроде у меня муж спрашивал. Вот. Я так понимаю, анис, бадьян здесь как-то... И анис, и бадьян, короче, называется вот по-турецки одинаково почему-то. В общем, ладно, будем разбираться дальше. И по этой же теме мне вот подписчица советовала вот эти вот мускатный орех. Вот он, смотрите, как выглядит. Я по вашему совету через терку мелкую протираю вот этот вот мускатный орех
Такой аромат. Спасибо вам вообще за совет. Такой аромат. Вот мускатный орех, его добавляют и в такие дорогие парфюмы, духи. И вот этот, реально вот этот аромат, он, короче, я его как вот натерла, он вот настолько приятный, мне так прям понравилось. Я его сейчас добавляю везде, и в салаты, и в яичницу там сверху, какие-то там мясные изделия. И всей семье нравится. Вот, тоже в Бахараче можно взять. Также еще меня смотрит Эрен Гюль. 70 лет написано, из Мерсина. Большой-большой привет. Но пока, наверное, все. Не обижайтесь, кому там не ответила, а кого не затронула. Буду стараться всем по мере возможности отвечать, затрагивать ваши комментарии. Вот, сейчас у меня очень много дел по дому, надо успеть. Сегодня мы еще опять встречаемся со своими друзьями из Газипаши. Сейчас надо все дела успеть сделать, выложить этот ролик. Сегодня у нас пятница, завтра суббота, воскресенье, выходные. Надо еще дома прибраться успеть. Короче, куча дел. Еще параллельно я умудряюсь работать удаленно, да. По поводу удаленной работы пишите, не бойтесь. Вы мне, кстати, очень много пишете. В день 3-4 сообщения с Ютуба идет по поводу работы. Всех, кто как бы согласен, кому интересны условия, регистрируются, все становятся моими партнерами. Вот, все уже начинают учиться. Что могу сказать? Я очень рада. Всем желаю добра, счастья, много-много денег, мирного неба над головой. Берегите себя, дарите друг другу позитив, будьте всегда на позитиве. Вот, не впускайте в свою голову плохие мысли. Будьте счастливы. Всем пока.